Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю нежнейший, изумительно просто вкусный чизкейк буквально из 2 ингредиентов. Готовится все предельно просто и быстро. Готовить буду без использования духовки, без желатина, самым простым и доступным способом. 16 сантиметров в диаметре у меня жаропрочная форма. Вы же можете также использовать устойчивую силиконовую форму, если у вас нет такой формы, как я вам показываю. Это все на ваше усмотрение. Или же в какой-то миске это делать. Все, как вам нравится. По диаметру дна этой формы я измеряю, как мне отрезать сейчас бумагу для выпечки. 2 грамма здесь буквально у меня сливочного масла. Сразу говорю, что вы его можете не использовать. Тогда нужно будет и боковины формы застелить бумагой для выпечки. Сама масса у нас будет состоять, как я уже и сказала, из 2 ингредиентов. 380 грамм сгущенного молока с сахаром, обычной сгущенки, и 250 грамм у меня здесь греческого йогурта 10% жирности. Сразу отвечаю на вопросы в комментариях. Если у вас нет греческого йогурта, вы, конечно же, можете использовать маложирную, то есть 10% свежую сметану, чтобы она не была сильно закисшей, или же йогурт меньшего процента жирности. Вылила все это сейчас в форму, накрываю фольгой и готовлю крышку. Крышка здесь очень важна. Крышка должна, во-первых, закрывать полностью своим диаметром всю форму вместе с ручками. Обвязываю ее вот таким образом кухонным полотенцем, чтобы пар, то есть вот это тепло, которое будет выходить из кастрюли с водяной бани, полностью оставалось и над формой. Вот эта крышка, она это тепло будет просто удерживать. На 30 минут я ставлю всю эту конструкцию на паровую баню. Заметьте, кастрюля у меня тоже 16 сантиметров в диаметре, то есть сама миска, в которой у нас все это готовится, ни в коем случае не должна касаться воды. Готовила я все это ровно 30 минут. На 5-м делении из 9 делений на моей плите. Как я уже сказала, чизкейк готовился ровно 30 минут на предварительно разогретой уже паровой бане. То есть мы должны поставить уже в горячую посуду и постоянно под закрытой этой крышкой. Здесь сейчас видно, как у меня кипела вода. То есть так спокойно она должна кипеть, но кипеть активно. Как только я могу дотрагиваться до всей этой конструкции, снимаю с нее фольгу, чтобы конденсат с фольги не капал у меня в сам чизкейк, назовем его так, полностью дала остыть ему до комнатной температуры. Переворачиваю сейчас сразу на тарелку. Немножко в бок у меня опрокинулся этот весь чизкейк, но это ничего страшного, я думаю. Если вы захотите не использовать вообще сливочное масло, нужно и боковины формы выстелить, как я уже сказала, бумагой для выпечки. Не стоял он у меня в холодильнике, идеально он нарезается после того, как он полностью остыл. Если вы захотите использовать его в качестве начинки для тортов, обязательно уберите его в холодильник. Вот так прекрасно он надламывается вилкой, держит идеально свою форму и необыкновенно просто вкусный. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.